Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. В общем, возвращаемся мы, ребят, к самолету Виталика. Наконец-таки он его доделал, и можно уже потихонечку начинать испытывать. Вот так выглядит этот красавчик. Я уже как-то снимал небольшой обзор на него, но тогда даже не было крыльев, по-моему. Ну и вообще он был не крашеный, показывал лишь системы, которые здесь установлены, хотя сейчас добавлено много чего. Добавлены щитки. Колеса здесь убирающиеся. Вот как раз таки передняя стоечка убрана. Все закрыто. Внутри установлен двигатель реактивный. На 18 килограмм тяги. Ну то есть на 180 ньютонов. Виталик тут его уже запускал. Вот видите, что такое реактивный двигатель. Сопло покрылось пузырями. Эта краска отошла, или я тут даже не знаю, что это такое. Сделан он частично из углеволокна. Крутой самолетик. Сегодня будут первые испытания, первые пробежки на полосе. Крылья съемные. Вот эти маленькие крылышки даже еще не покрашены. Если снять фонарик, можно увидеть все системы. Вот оно все. Все уже здесь, все упаковано. Как-то так. Используется 2 бака. Виталик, а сколько литраж здесь? 3 литра у тебя? 4. Ну, вы все слышали. 4 литра. Я, кстати, свой самолет хочу модернизировать, ребят, как насос придет. И поставить туда бак литров 10. Ну, это мои такие хотелки. Как оно там потом будет, мы увидим. Может быть, передумаю. Ну, а сейчас будем грузить этот самолетик в автомобиль и поедем на полосу на нашу. Будем пробовать. Так, аккуратно. Ты, главное, не спеши, что я одной рукой. Скажут, а что вы ворота не открыли? Ну, не захотели. Так, это носиком туда, правильно? Ну, давай. Теперь перехватывай. Взял? Сейчас оставлю. Ребята, обратите внимание, есть номера. То есть самолет зарегистрирован, как положено. Я, кстати, свой тоже хочу зарегистрировать. В принципе, процедура вроде бы не такая уж там и сложная. Получается, вот он движок. Конечно, с таким мы еще не летали двигателем. Такой огромной мощности. Максимум это 8 килограмм было. И вот, кстати, точно такой же самолет у Виталика был. И на 8 килограммах он летал, и прекрасно он летал. Но как он будет на 18? Это еще и пока неизвестно. А вот еще один новый проект. Кто в теме, угадайте, что это будет за самолет. В принципе, это несложно сделать. Вот так вот он будет выглядеть для масштаба. Ну вот рука. Вот. Это фюзеляж будущего самолета. Маленький, кстати, вот здесь тоже живой. Самолетик все еще отлично летает. Ну, тот, который мы в прошлом году запускали постоянно. Уже много часов налетал. Будущий проект, ребят. Надо набодяжить топливо. Последняя банка, ребят. Aeroshell 500. В реактивном двигателе используется смесь топлива с маслом. Масло 5%. В идеале нужно использовать вот такое масло. Aeroshell 500. Так, мы протыкаем. 11-12. 240 грамм будет. 12 шприцов. Так, открываем. Керосин. Раньше, ребят, мы пробовали с аэродрома брать топливо. Но там оно попадается с водой. Короче, некачественное в итоге. То есть то самое настоящее авиационное топливо играет злую шутку. Потому что вода попадается в нем, и оно как-то дымит. Вот это чистейшее топливо. Отлично работает, все. Дырочку надо заклеить, и можно ехать. Ну все, мы приехали на точку. На то место наших испытаний, где мы все время летаем. Но сегодня, ребят, естественно, мы летать не будем.
потому что чемпионат мира, все позапретили, сейчас все под строжайшим запретом, вот, особенно такие вещи, бесполетная зона и так далее. Не будем нарушать. Просто покатаем самолет, посмотрим, как он себя ведет. Нужно проверить шасси. А полеты будут не раньше, чем как закончится чемпионат мира. Вот. И даже если придет насос на мой самолет раньше, то есть там то же самое. Будем потом летать уже, пробовать. Вот. Кстати, ребят, вот как мы не топтали это поле, а все равно пшеничка выросла. Странно, не правда ли, да? Хотя вот тут кто-то топтал по черному, видите, полоса какая. Даже мы себе такого не позволяли. Накачиваем пневмосистему выпуска и уборки шасси. Все, остановись. Все? О. А то даже колесо не держалось, пока воздуха нет. Это что, датчик давления, что ли? Ты убрал стекло? Оно выпало. А. Выпало и поломало. Бескрайние поля. Слушай, а не низко у него шасси? Как-то вот, глянь, оно прям чуть ли не цепляет здесь. Ну, может и низко, не знаю. Здесь точно такая же система с расходным бачком. Вот он. Слушай, а у тебя прямо оно до днища доходит, Трубка, да, трубка? Да. А, не, а та посередине, да? Ну, да. А что ты там, фильтрик вспененный вот этот Да, поставил, да? С шарообразной то ли бронзы, то ли латуни вижу фильтр. Очень интересно. Вот, наполнился расходный бачок. И хоп, сразу пошло в большие баки. 2 бачка. Бачки самодельные, сделаны из стеклопластика. Бачок, который в моем самолете тоже Виталик делал. Ребята, На нем мы и летаем. Точно ДПС? Чуть не похоже, блин. Да, точно. Да? Точно. Вообще, ребят, ну мы вам сказали, что мы запускать ничего не собирались. Но вот ДПС уже вон они стоят. Вон они. Видите, как оно все быстро происходит. Мы им даже покажем. Пусть они с нами здесь постоят. А, ну, кстати, да. Мы им покажем, А, они вон что-то... что у нас полетов нет. Они, по-моему, что-то развернулись и валят уже. Все, поехали, ДПС. Вошло 4 литра. Сам самолет целиком весит 15 килограмм, заправленный топливом. То есть на посадке он будет полегче на пару килограмм. Вообще 4 литра топлива это где-то 8,4, сколько, 32, 3 килограмма 200 грамм. Ну, естественно, полностью выкатывать его в полете никто не будет. Вот, поэтому нужно оставлять запас на пару заходов на посадку хотя бы. Килограмм 13 будет весить. То есть тяговооруженность, ребят, значительно больше единицы. Причем это реактивная тяга, это не то, что с винтом. Здесь от скорости тяга не теряется. Ну, точнее, теряется. Но на 800 километров в час, чтобы вы понимали, теряется только 10% примерно от тяги. А здесь, ну, километров 200-300 он будет летать. О, загудело. Сейчас как даст. Горячо уже. Дымок пошел, короче. Да, все. Пошло запускаться. Моя задача бегать, ребят, разворачивать.
Еще машины ездят. Нужно оперативно смотреть. Да? Да. Ну, отлично. Ты видел, как он подрывает жестко? Ну вот так, друзья. Виталий говорит, взлетит здесь спокойно вообще, без всяких проблем. То есть в чем тут проблема? Узкая полоса. Нужно оперативно управлять самолетом. И плюс, смотрите, кривое какое покрытие. Для таких маленьких колесиков это как бы не очень хорошо. Это вот то, что и он пошел, это вот Да, это было, да? Да. Ну это сколько? 30%? Да. Не более. 30%. Жесть. Так, а он вообще в самом конце начинает только мощно тянуть. Ты ж вспомни. Ну, да. Ну вот и все, ребят. Надеюсь, мы вас заинтриговали в очередной раз этим самолетом. В общем, ждем первого полета. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока.